Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить самолету-истребителю И-16 в масштабе 1 к 72, который производился в Энгельсском опытно-конструкторском бюро «Сигнал» в городе Энгельс. Дату начала и конца производства установить нелегко, потому что на коробках штампов с датами не ставили на эти самолеты. Исходя из штампов с артикулами, которые можно найти на коробках, производились эти самолеты с начала 80-х годов, а прекратили их производство в начале 90-х годов. Данная масштабная модель была копией на реальный советский одномоторный истребитель-моноплан И-16, который был одним из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимися в полете шасси. Создан этот истребитель был в опытном конструкторском бюро Поликарпова в 1933 году. Конструктивно самолет представлял собой классический образец смешанной конструкции, а сочетание дерева, стали и дюралюминия позволяло считать такой самолет более дешевым и простым для производства в то время. С именем И-16, или как его называли пилоты Ишачок, связаны первые победы и поражения ВВС Красной Армии. Этот самолет успешно использовался для воздушной разведки, уничтожения самолетов противника и прикрытия сухопутных частей. Серийное тиражирование И-16 продолжалось с 1934 по 1942 год, и за это время было выпущено более 10 тысяч различных модификаций данного самолета. После 1942 года самолет уступил более совершенным машинам Як-9 и Ла-7. Масштабная модель самолета И-16 изготовлена из металла. Пластиковыми деталями являются шасси, задний костыль, пропеллер, приборная панель с ручкой управления, фонарь, сиденье пилота и телескопический прицел. Модель своей конструкции получилась по детализации проработана довольно неплохо. Подвижными частями у нее являются пропеллер, элероны, руль направления, фонарь пилота с прицелом. Шасси у самолета закреплены не жестко, и их можно даже снять при разборе самолета, но в исходном состоянии они не складываются. На крыльях имеется имитация аэронавигационных огней красного и зеленого цвета, пулеметов и приемников воздушного давления, она же трубка ПИТО. Сверху на фюзеляже перед кабиной пилота есть имитация пулеметов, которые скрыты под обтекателями. На самом краю в зоне пропеллера видны стволы этих пулеметов. По бокам в зоне двигателя видна имитация на корпусе выхлопных патрубков. В торце на передней части фюзеляжа имеются вырезы, которые имитируют регулируемые окна подвода воздуха к двигателю. Самого двигателя в модели не вставили, так как подразумевали, что он внутри. Этот самолет состоит из двух частей, которые соединены между собой при помощи винта. Если самолет разбирается впервые, то разобрать его без повреждения лакокрасочного покрытия не так просто, как кажется, так как скрепляемые поверхности крепко прилипают друг к другу со временем. Для доступа к внутренней части самолета нужно открутить винт снизу и аккуратно разъединить половинки самолета. При этом съемных частей довольно много, так как это все выступающие и подвижные детали, описанные мною выше. На внутренней части крыльев нанесены карандашом какие-то номера. Скорее всего, это порядковый номер детали при сборке. Сложность обратной сборки состоит в том, что со временем крылья самолета как бы расходятся в стороны из-за деформации металла, и потом нелегко собрать все детали, которые фиксируются на внутренней части крыла. Цена на модель в советское время, судя по штампам на коробках, была сначала 8 рублей, а потом 5 рублей и затем 6 рублей 42 копейки. Артикул этой модели присваивался скорее всего несколько раз, судя по штампах на коробках. Попадается ранний вариант ART SSO 182-2 и более поздний ART SSO 2717-6. Данная модель с точки зрения конструкции практически не менялась за весь период производства. Если нет оригинальной коробки от модели, то определить примерный период производства этого самолета сложно. Однако есть несколько особенностей, которые присущи только ранним моделям. Ранние модели, как правило, комплектуются пропеллерами с яркими красными лопастями, в то время как поздние в основном идут с более бледными оттенками красного или розового цвета. Ранние модели идут чаще стандартного зеленого цвета сверху и голубого снизу, как и настоящий И-16. Однако могут встречаться более светлые оттенки зеленого в ранний период. В более поздний период модели шли уже чаще разных темных оттенков. У ранних моделей в кабине пилота индикаторы на приборную панель нанесены белой краской.
поздних моделях приборы на панели уже не подкрашиваются. Коробок на эту модель было несколько вариантов. Самый ранний вариант – это прозрачный пластиковый бокс с подставкой. Модель самолета крепилась к съемному пьедесталу в этом боксе через металлическую втулку. Сам пластиковый бокс был универсальным для нескольких моделей, но на его крышке сверху клеился круглый пластиковый знак с наименованием модели И-16. Позже появилась картонная коробка с прозрачными окошками, в которую вставлялся пластиковый поддон, отлитый уже вместе с пьедесталом, на обратной стороне которого был отлит логотип завода. Более ранние картонные коробки были гладкие и глянцевые и, соответственно, с более ранним артикулом. Коробки с более поздней даты выпуска и поздним артикулом уже печатались на шершаво-матовом картоне, и оттенок рисунка уже мог отличаться от ранних. Чем позже коробка выпущена, тем грубее ее исполнение и хуже качество печати. Цена на самолет И-16 зависит от многих факторов, но самый важный из них – это его состояние. Модель сложно встретить в идеальном состоянии, потому что со временем из-за деформации металла крылья расходятся в разные стороны, и из-за этого теряются мелкие детали, которые найти в продаже очень сложно. Также на цену влияет цвет модели, например, хаки или оливковый считаются более редкими и стоят дороже. Цена модели сегодня начинается от $15 и в среднем доходит до $50. За редкие экземпляры в идеальном состоянии и с редкой расцветкой цена иногда может и до $100 доходить. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, видео получилось интересным. Если есть какие-то дополнения по самолетам от завода Сигнал, пишите в комментариях. Тема малоизученная, и любые наблюдения и проверенные данные будут нам всем интересны. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!